Когда Андрей, стараясь не выдать своего волнения, осторожно раздвинул занавески, его сердце едва не остановилось. Прямо перед ним, отделенная лишь тонкой прозрачной преградой, находилась массивная голова бурого медведя, который буквально прижался носом к окну, оставляя на поверхности густые пятна пара и характерные мутные следы от своего горячего дыхания. Его маленькие, на удивление умные глаза не выражали ярости, но в них читалась странная сосредоточенность, которая заставляла четверых друзей замереть в оцепенении, боясь даже вздохнуть, пока зверь методично изучал внутреннее пространство их временного убежища. Прошло 3 томительных часа, в течение которых медведь не сделал ни единой попытки уйти или напасть, превратившись в живой и абсолютно непроницаемый заслон, надежно блокирующий единственный выход из дома. «Андрей, он ведь даже не смотрит на тушенку, которую мы оставили на столе, хотя обычно они за версту чуют еду и начинают разносить все вокруг», — шепотом произнесла Марина, стараясь держаться как можно дальше от окна и судорожно сжимая в руках тяжелый походный котелок. «Тише, он ведет себя так, будто охраняет нас или чего-то ждет. Посмотрите, его взгляд направлен не на нас, а куда-то сквозь нас, вглубь комнаты», — медленно ответил Андрей, чей голос дрожал от осознания того, что хищник игнорирует людей, полностью сосредоточившись на темном проеме кладовой, расположенной прямо у них за спинами. «Ты думаешь, там кто-то есть? Но мы же проверяли все здание перед тем, как лечь спать, и засов на задней двери был плотно закрыт». Едва слышно спросил другой участник группы Игорь, медленно оборачиваясь к тенистому углу, где среди старых рыболовных сетей и пустых ящиков внезапно послышался едва уловимый сухой хруст половицы. В ту же секунду из темноты кладовой, куда не проникал яркий дневной свет, показался силуэт человека, чье присутствие в этой глуши невозможно было объяснить никакой логикой, если не знать о сбежавшем на днях из ближайшего поселения опасном преступнике, который, как оказалось, пробрался в хижину еще ночью через чердачное окно. Незнакомец, сжимавший в руках ржавый, но все еще острый нож, выглядел изможденным и крайне загнанным, а его взгляд, полный отчаяния и безумия, метался между застывшими туристами и огромным медведем за окном, который при каждом движении человека внутри начинал издавать низкий, вибрирующий рык. Медведь, обладавший невероятным чутьем, осознал присутствие чужака гораздо раньше туристов и, вопреки своей дикой натуре, стал единственной преградой, не позволявшей преступнику напасть на спящих людей или выйти из своего укрытия. Когда Андрей наконец понял, что зверь все это время выступал их невольным защитником, он медленно потянул руку к рации, понимая, что это странное противостояние между лесом и человеком закончится только тогда, когда в горах смолкнет шум вертолета спасателей, а огромный бурый страж, выполнив свою миссию, наконец позволит солнечному свету полностью заполнить комнату, бесшумно скрывшись в густой тени вековых кедров. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.